Всем привет! Привет! И сегодня у нас новая серия. Сделаем короткий такой превью вообще глобально нашего канала. Все заметили, да, что мы чуть изменились в последнее время. Миллион вопросов, где Лео, поэтому я думаю, пора ответить на этот вопрос. У Лео сбылась мечта детства. Он купил мотоцикл ГС, Гуся, и поехал на нем путешествовать по Европе. Поэтому для того, чтобы мы сняли какую-то серию, то есть это всегда должны были совпасть звезды, это там должно появиться у нас время, должен быть Лео на месте, наш оператор должен быть свободен. И как бы тогда мы можем включиться и сделать. Плюс погоду мы всегда ждем хорошую, плюс настроение всех. И из-за этого как бы так вот, что соединить и начать съемочный день, это всегда у нас такая небольшая проблема есть. Теперь получается как бы Лео у нас в путешествиях, Александр у нас тоже не всегда на месте, всегда свободен. Селинский тоже у нас не всегда свободен и занят. То есть начинает у нас это дело еще больше усложняться. Но так как мы не хотим прерывать наш канал и продолжать дальше все снимать и показывать и рассказывать вам, у нас гости и соучастники мои, знаете, как это слово есть такое, мои поддельники, скажем так, не на месте, то есть это все усложняет. А самому я еще не решаюсь сделать выпуски, где я только один, и у нас получается как в 10 негритят в фильмах, и их осталось 3, там, и потом их осталось 2. Это вот такое предыстория нашего канала. А теперь мы про машину. Про машину мы опять возвращаемся к моей любви. Моя любовь — это Mercedes SLR. Селинский здесь, потому что вы все помните нашу поездку летнюю мили-мили на SLR 722 Roadster. Сегодня мы вам покажем обзор на эту машину, потому что тогда был у нас просто как бы гоночный ивент, и мы там были все в эмоциях, и особо про машину, конкретно про машину SLR мы так не сильно много рассказывали. У нас есть отдельный хороший выпуск про глобально про все модели SLR. Мы его снимали с Лео еще в начале 2024 года. А сейчас мы снимем про очень редкую машину. Она вообще в единственном экземпляре. Ну, я сейчас это все расскажу. То есть вы поймете, чего она в единственном экземпляре. Это 722 купе SLR. Я очень рад сегодня опять попасть за руль этой машины, проехаться, снять, рассказать вам, потому что эта машина дарит мне огромные эмоции. И мы идем к машине. Селинский, сегодня я тебе буду рассказывать про Mercedes SLR. Ты про него вообще ничего не знаешь. Ты любишь эту машину? Да, очень красиво. Почему эта машина только она? Потому что в этом цвете их не было. Они выпускались все в Crystal Grey металлик, а эта машина в черном мате. Это был специальный заказ. Так как Mercedes выпускал их только в Crystal Grey, она по номеру кузова все равно остается Crystal Grey. Но Mercedes сделал заказ на Брабусе, и эту машину перекрасили на Брабусе тогда, в 2006 году, за 60 тысяч евро в черный матовый цвет. Браво, das ist gerade ein ganz heikles Thema. Сейчас я это тоже скажу. Я не знаю, как, скажем так, на русскоязычных пространствах, но в Германии, сейчас мы почему смеялись после слова «Брабус», последнюю неделю конкретно шел очень сильный срач по поводу Брабуса. В Германии просто на этом хайповали абсолютно все. А произошла такая ситуация, что один немецкий рэпер подарил своей девушке-блогеру в Брабусе Mercedes. А Мели — это девушка Константина Брабус, которая написала, наверное, там на эмоциях или не знаю почему, она написала комментарий, что на этой машине опасно ездить, так как это не настоящий Брабус. А если вы хотите, придите к нам, купите настоящий Брабус, если у вас на это хватит денег. То есть, ну, это я так в 2 словах. Комментарий получился не очень такой добрый. А так как девушка, которая получила подарок, эту машину, она была известный блогер, она это взяла и выставила просто в свои сторис, как бы показать, смотрите, что она мне пишет. И вы не представляете, что из-за этого произошло. Мне очень, как бы, жаль было смотреть на эти все вещи с обеих сторон, потому что в это включились абсолютно все, кому лень и не лень, и вплоть до того, что реклама в магазинах Идека. Edeka. Да, в рекламе магазина Идека были вывески, что у нас не настоящий Брабус. Поэтому сегодня в нашем этом мире надо очень-очень осторожно со словами, поэтому такие вещи могут разрушить и людей, и компанию. Да. Ich war im Thema. Да, Селина разбирала эту тему всю неделю, а я вечером получал только самые интересные кусочки. Так вот, это 722, так как Mercedes в тот момент, в 2000... я сейчас покажу, стоп. Stopp. Now he's having breakfast and we're waiting. Ja, jetzt kannst du allen mal deine super Ordnung zeigen, die du im Büro hast. Конверт.
3 Jahre später. Так вот, я сейчас расскажу. У меня есть вот такой конверт, в нем лежат пару фотографий, но самые главные фотографии вот эти. В 2003 году у меня был заказ на 2 абсолютно новых SLR. Еще в тот момент, когда они не появились на рынке, это было начало года, машина начала выдаваться с ноября месяца. Я пытался ее найти, и я попал в автосалон Zingen. Это был на юге Германии салон, он, к сожалению, пару месяцев назад обанкротился. Я не знаю почему, я не сильно с ним в контакте, у меня не было с ними никаких сделок. К сожалению, мне реально, к сожалению, что это произошло, потому что для меня это было... Я реально после посещения этого салона в ту ночь, я эту ночь не спал, потому что у меня были настолько адреналина и эмоции от того, что я увидел. В 2003 году, чтобы так для сравнения понять, я попал в мир. Во-первых, мне тогда было всего 25 лет. Я приехал разговаривать с владельцем этого салона по поводу покупки 2 SLR-ов Мерседесов. Я еще тогда вообще не понимал, что такое выше листа надо платить. И он мне объявил, что за каждую машину надо 150 тысяч сделать премию выше ее базовой цены. В его салоне на тот момент стояло абсолютно все. Из суперспорт, суперкар и просто спорт. Там было, наверное, где-то в районе 300 машин. Ну, такие машины, как Ferrari 575, на тот момент это было актуальное V12, передний мотор. Их стоял просто ряд вот такой, их стояло штук 80, наверное. Там 360-х, там тоже стояло там штук 60. Стоял CLK GTR, стоял, абсолютно все. Там F50, F40, 288 GTO и ни по одной машине. И он мне сделал тогда, вот у меня есть даже это объявление, я его сохранил. Он мне предложил, что если у меня есть клиент, я могу продать их CLK GTR MG Roadster. И он вот тогда предлагал, за нетто цена была 1 миллион 78 тысяч. У меня даже есть его, сейчас я посмотрю, наверное, даже есть его тут где-то фотографии, да, вот он. Вот. И вот так выглядел его салон. То есть вы видите, да, например, McLaren F1, сегодня это 25 миллионов, стоит гимбала, F50 в серебряном цвете, тут стоит GT Porsche, здесь стоит Jaguar XJ 220, CLK GTR в купе у него был и в родстере, у него стояло 2 машины. А вы видите, на заднем плане стоит, у него, смотрите, один CLK GTR, второй CLK GTR, третий CLK GTR, сзади стоял GT 1 Porsche. То есть сегодня можно посчитать, это 20 миллионов, 25 миллионов, 15. То есть получается на одном кусочке здесь уже у него стояло в одном углу только 100 миллионов. А если посмотреть на заднюю часть, да, то есть там просто ряд стоял еще. Это, наверное, сегодня, можно сравнить, наверное, First Motors, да, в Дубае, такого плана автосалон. И он мне, я могу показать, он мне показал, я еще на тот момент не видел, как выглядит SLR, но он говорит, я тебе могу показать, у меня есть фотография концепт-кар. Вот этот концепт-кар они показали уже в 99 году. Он был сделан, вот сам владелец этого салона, он был сделан на базе, не знаю, на базе или не на базе. То есть он мне на тот момент показался очень какой-то странный дизайн, как Mercedes тогда начинали делать, тот же CLK, потом SLK был, то есть SL 230. И он выглядел вот в эту сторону. Сегодня очень многие критикуют его дизайн, потому что он взял вид от CLK или SL 230. Из-за этого считают люди, что тогда, когда вышло 3 параллельных конкурента, это было Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT и Mercedes SLR, они стоили примерно все в одну цену. Mercedes уже заранее проигрывал из-за своего дизайна, потому что его дизайн сильно повторял гражданские машины. Он не выглядел как настоящий суперспорт, который должен был так выглядеть. Потому что на самом деле эта машина стоила на то время 435 тысяч евро. Это огромные были деньги в 2003 году. Это был как раз переход с марок на евро, и машины, только очень крутые машины стоили в районе 1 миллион марок. Например, когда он стоил 435 тысяч, Carrera GT стоила тоже 430 тысяч, но через год Carrera GT можно было купить уже за 230 тысяч, а в тот момент можно было за 250-300 тысяч евро купить F40 и F50. То есть, эта машина стоила довольно-таки дорого. Mercedes планировал выпустить их 3500 штук всех вместе. То есть версия 7.2.2 появилась потом позже. Но они не смогли найти клиентов, они не смогли продать. Они продали всего 2500 машин, из которых было сделано 150
купе 722 и 150 штук 722S родстеров. И заключительная версия, у нас мы тоже уже снимали про нее серию, был Stirling Moss, их было сделано всего 75 машин. Но он стоил, Stirling Moss стоил в 2 раза дороже, он стоил уже в районе 950 тысяч евро. Сегодня он стоит от 3 миллионов и выше. Эта машина 722 стоила всего лишь на 20 тысяч дороже, чем нормальный Mercedes SLR, но у нее было уже 300 изменений. Она получила более мощный мотор, 650 лошадей, в предыдущем было 630, но мотор тот же, они просто его увеличили на 650 лошадей, это AMG мотор, 5.5 компрессор, маленькая Вава. Und hier auch маленький? И тут чуть-чуть тоже, да. Она получила новые тормоза Brembo, она получила новые диски, новую подвеску спортивную, она стала ниже на 20 миллиметров. Еще интересная вещь, у Mercedes SLR у него выхлоп находится вот здесь. А в Германии, в Европе глобально запрещен выхлоп на стороны. И поэтому они должны были получить еще специальное разрешение на это. Это заняло тоже большое время. Но благодаря этому выхлопу американская машина, которая вначале шла, Dodge Viper, шла на американский рынок с выхлопом по бокам, на Европу Брабус их переделывал и ставил выхлоп посередине сзади. Но благодаря SLR Viper потом пробился, и все-таки разрешили ему тоже выхлопы оставлять по краям. Почему он называется 722? Ja, jetzt now. 722 это началось с Stirling Moss и Мили Мили, это рассказывал тоже в нашей передаче. У него был стартовый номер 722, он стартовал в 7 утра 22 минуты. И именно Stirling Moss на машине, на этом SLR, он назывался Mercedes SLR, он проехал 1000 миль, 1700 километров за 10 часов 7 минут. Это по дорогам общего пользования. Это был абсолютный рекорд. А максимальная скорость, он ехал до 200, можете себе представить, в 1955 году по открытым дорогам, где были животные, дети, люди, зрители. И Ханс из HK Engineering, он с ним, я уже рассказывал эту историю тоже, он у него спросил, потому что Stirling Moss, он умер вот буквально там 2 года назад. И он с ним много раз общался, как и с Йохан Массом. Он у него спросил, что было самое страшное, когда ты ехал эту гонку. Он говорит, самое страшное это было на этой скорости, не сбавляя газ, въезжать в города, где все было, тебя встречали люди, куча людей стояли на дороге, и я только надеялся на одно, что эти люди разойдутся и дадут мне проехать на этой скорости. Он говорит, это было самое страшное и неприятное. Что ты думаешь по поводу дизайна? Wie ich das Design finde? Да. For me, from the design, I really love the doors. And when you're standing here, I think it's so cool when you're seeing the lines. So not even just from the front. So if you see this, you know what I mean? Yeah. That this is all together. Это охлаждение выхлопа, потому что бочки стоят именно вот в этих местах. Здесь с двух сторон стоят бочки выхлопа, и здесь идет охлаждение. Двери, да, двери. Эта же машина несет за собой Flügeltür. Эта машина, это Nachfolger von Flügeltür. Мы все знаем, да, что крыло чайки, у нее двери открываются вот так наверх. Здесь двери открываются тоже практически наверх, чуть-чуть вперед. I think that's so cool. Да, и эту вещь они должны были обязательно оставить, элемент в этой машине. Поэтому всегда в крыле чайки, в дверях, которые открываются, машины купе всегда в приоритете, чем родстер. Потому что родстер всегда теряет вот этот шарм с дверьми. Но в этом случае они сделали и родстер, и купе, у них одинаково открываются двери. Не так, как на Mercedes SLS или 300 SL. У них машины открываются от стойки вперед. Поэтому если машина родстер, у нее в принципе дверь остается, она открывается точно так же. Ну что, едем кататься? Ну что, Probefahrt, Тест-драйв. Едем? Da. Du hast irgendeine Kacke vor. Du machst mir nie die Tür auf. Я тебе никогда не открываю двери, ты боишься, что сейчас что-то будет? Dann kommt das. Ich vertraue dir nicht. Это как есть шутка, да, что если мужчина отходит от машины и оглядывается, и открывает двери своей спутницы, то это новая машина у него. Садись. Das ist auch so cool. Das ist wie bei einem James Bond Film, so tschick tschick. Так, Und dann kommt Laser, so tschick tschick. Ne? самое красивое, смотри. Очень красиво. Wow. Саунд. Wow, Sound.
So eingegeht. Знаешь, что вот это? Das Flügeldings, der macht Hallo. Да, это Mercedes сделал на этой машине Airbrake. Тормоза, и его можно, здесь стоит кнопка, которую можно затестить. Вот так ты нажимаешь, и у тебя так поднимается сзади. Еще можно машинам сзади We were driving last time and then you were like, Hello. Привет. Is it the same, one-to-one, the same car with Mille Mille? Да. Just in Только... А? Just in black. Не, купе. Der kannst du doch nicht aufmachen. М? Which one you like more? Оба. Oma? Оба. Was ist Oma? Байдес. Ich habe Oma verstanden. Ich dachte, warum magst du meine Oma lieber? Почему я люблю Ома, это бабушка на немецком. Она говорит, почему ты любишь мою бабушку? Сегодня чуть-чуть мокрая дорога. И особенность этой машины, у нее очень сильный большой крутящий момент, 870 ньютонометров. И пятиступенчатая автоматическая коробка передач. На первых SLR-ах у нее есть ESP, но это ESP так себе. И когда у машины холодные покрышки, мокрая дорога и неаккуратное нажатие газа, может машина приехать вправо или влево в какой-то столб. Поэтому с ними надо очень осторожно, их прогревать надо и очень с газом не переборщить. You know what's also super cool? This details like the front and side. Мне эта машина, хоть ее критикуют по поводу дизайна, мне она очень-очень сильно нравится, как ее внешний дизайн, так и внутренний. Я считаю, внутренний дизайн — это вообще фантастические вот эти вот все вещи, которые переходят в двери и все остальное. Я считаю, эта машина все до сих пор еще недооцененная, потому что она, нормальная SLR сегодня можно купить там хороший в районе 300 тысяч евро. Она до сих пор не дотягивает до своего листинг-прайса. А 722, они выросли в цене. 722, они в районе там 700-800 тысяч. Они уже достаточно дорогие стали, и Stirling Moss, естественно. Проблема этих машин, я считаю, что их выпустили просто очень много. Их не сделали лимитированно, как там сделали в Ferrari или там, Carrera GT, их в 2 раза меньше, их сделали 1200 штук, а Enzo их сделали вообще 700, поэтому эту машину просто переборщили с выходом. Да, вот эти Alcantara руль, карбон, Alcantara сиденья уже полукожаное, это все принадлежит, вот эти Alcantara здесь, это все принадлежит 722 Edition. В нормальном SLR это все сделано одноцветной кожей. 722 Edition, он получил 300 изменений, но в первую очередь технические изменения. Это классическая Mercedes радио, но с навигацией. But I think this is not super. This is super cool, but I don't know this. Мне нравится. Dir gefällt? Да, я люблю это. But it's very hard. Подвеска у него очень жесткая. Да. Now I have the feeling we're driving to Italy again. Еще раз в Италию. Да. Та же самая дорога, да? Давай. Давай? Едем в Италию? Да. На работу, нет? Да. Но было круто, да, из Дюссельдорфа в Италию на SLR Да. проехать милю-милю и обратно. Да. Да? Да. Эмоционально она поднимает весь песок со дна, эта машина, когда ты садишься. То есть, я не знаю, я очень люблю, когда машина не управляется так, как сегодня современные суперспорт управляется, что ты едешь, и ты не понимаешь, ты едешь в Мерседесе, в Майбахе, или ты в SLR, или ты там в спорте, или в комфортной машине. А мне нравится, когда здесь очень тугой руль, здесь очень чувствительный газ, очень чувствительные тормоза. Здесь надо тормоза нормально продавливать, как на настоящей гоночной машине. То есть здесь нету вот этих вот супер ассистентов, вспомогателей. У нее очень-очень такое специфичное управление, которое нельзя спутать ни с какой другой машиной. То есть вот у SLR это у них как вибрация, которая передается полностью на кузов и на детали. Это тебе дает ощущение, что ты сидишь, посадка вот эта очень низкая, с большими панелями, и у тебя ощущение, как ты сидишь как будто в настоящей гоночной машине.
Я думаю, что и цель была у Макларена вот это передать. Да? Ja. Ist das hier unten auch Carbon? Капут? Carbon. Карбон, да. У нее нет ковров, как в нормальной машине, как в нормальном SLR. У нее карбоновые полы. Только маленькие такие коврики впереди, чтобы ноги не скользили. А так в основном весь карбон внизу. Aber schon laut. You like it from driving? Очень, Да? да. Очень, мне очень сильно нравится, как она едет. When you're sitting here and you're making like a turn, it always feels like it's hard to drive. Ей тяжело управлять, но она передает вообще... Ну так, хочется улыбаться все время. Но на ней хочется как и быстро ездить, так и медленно. Но я не могу сказать, что на ней хочется быстро вваливать в какие-то повороты. Я просто знаю, какая она опасная. Она не дает тебе ощущения полной уверенности, что ты можешь ее полностью контролировать. Спорт, мануэл, комфорт. Nein, Sport. We are sporty. Спорт. Да, тогда клима 20, потому что у нас что-то не хватает 22. воздуха. War das richtig? 22, да. В 2006 году, перед тем, как начали делать 722 Edition, Mercedes собрал всех на Пол-Рикаре во Франции и всех владельцев SLR или потенциальных новых клиентов Hast du для den SLR. gesehen? Der war jetzt offen. Или потенциальных новых клиентов SLR, пригласил туда Дэвид Кулхарда, Йохан Масса, и был такой... И был такой трек-день, где они катались на треке, как делали вот сейчас для нового Mercedes Project One. Что классно в Мерседесе, что они раз, скажем, там в десятилетие выпускают вот такой суперспорт, да, или hypercars. То есть у них был, сейчас у них там Project One, 10 лет назад это был Mercedes SLR, еще 10 лет назад у них был CLK GTR, вот, и поэтому у Mercedes вот эта культура с суперспортом, она очень крутая. И опять же, это все, как бы как и в Ferrari, это все последствия Формулы-1 информации, и это они как бы доказывают, что они могут делать гражданские машины с технологиями от Формулы-1. Это машина 2006 года. Они выпускали с 2003 по 2009. С 2006 по 2007 выпускались Edition 722. Потом были Stirling Moss 75. Было еще сделано 22 машины GT. Mercedes SLR 722 GT. И, по-моему, одна машина или две MSO. I think it's very loud. Да, звук у него, конечно, здесь не хочется не включать никакую музыку. It's when you drive on holiday with your wife and you don't want to talk. Дорогая, хочешь, я тебя прокачу? Только помолчи. Если поговорить сейчас про деньги, то, как я уже сказал, эта машина все еще недооценена, и мне кажется, что у нее очень большой потенциал. Она все равно рано или поздно должна стоить дорого. Она должна, 722 должны выйти за миллион и выше, а нормальные SLR потянутся, наверное, к 500-600 тысяч, потому что технологии, концепт, философия, то есть, она не может, эта машина, остаться такая незаметная. Okay, from 0 to 10, which number you give this car? Удовольствие из 10 для меня, но это для меня, потому что я люблю машины, которые тяжело едут, скажем, такие кривые. Из 10 9. Wow, that's a lot. Да. No. Как инвестиция, потенциал, я думаю, из 10 7. Still good.
Ну, я верю в эту машину, просто уже многие люди ее покупали, не дожидались этого времени, продавали, потом опять покупали. Я жду, я верю, что когда-то это произойдет с этой машиной, потому что я действительно эту машину очень сильно люблю. Findest du den cooler als Roma? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe meinen Roma mehr. Да? Ja. Also wenn du mir jetzt meinen Roma wegnehmen würdest und würdest mir den geben, ich würde weinen. Ich würde total weinen. Wenn ich schon meine Musik nicht abspielen kann, wenn ich keine Sitzheizung habe. Я, наверное, это сделаю. Ich mag das. Nein. А ты помнишь, что в этой машине надо нагревать тормоза? Ah, wo du die ganze Zeit Brötchen. Deine Brille weg. Alter, ich habe so eine Brille. Так, ну что, делаем маленький тест-драйв на ускорение. А тут ремонт дороги начали делать. Да что ж такое, а? Baustelle. Baustelle gemacht. Wegen dir, weil du immer deinen Testdrive machst. Но я чувствую себя неуверенно в этой машине. Страшно? That's why we were driving to Italy like this. Bei der Lautstärke kann man sich super unterhalten. Guck, Spoiler. Das sagt zu allen anderen Autos пока. Ну вот на большой скорости непонятно, у нее такое чуть-чуть у тебя начинает... Ja. Was hast du gesagt? Du findest zu oder offen besser? Geschlossen. Geschlossen? Warum? Ну потому что у него более спортивный вид. Ah, sieht sportlich aus. Und was hat mehr Wert? Купе hat mehr Wert, ja. Jetzt weniger, weil du es kaputt gemacht hast. Потому что я что-то сломал, да? Самая главная тема в Мерседесе здесь это сервис. Сервисы делаются только на специализированных станциях для SLR. Это есть в Кёльне, во Франкфурте, в Мюнхене, в Берлине. Как и Porsche Carrera GT делают только в Штутгарте. Проблема, если ты делаешь большой сервис и надо делать замену свечей, то надо вытаскивать мотор. Он стоит в районе 19 тысяч, этот сервис. Нормальные сервисы, подразумевая замену масла, они дешевле. Как правило, эти машины очень много лет стоят у всех, и люди из-за того, что как бы ими не ездят, не пользуются, и сервисы делают в тот момент, реже, только перед тем, как начинают опять использовать машину. И у этих машин, у них всегда такой салат в сервисных книжках, потому что это надо ввести ее куда-то, надо время, надо трал, надо все остальное, а так как люди покупали как инвестицию, поэтому, как правило, очень редко все машины идеально обслужены. Но это именно в SLR уже все акцептировали, и это не играет такую большую роль на цену машины. Еще одна проблема, надо, чтобы они стояли всегда обязательно с полным баком бензина, потому что если бензина в баке мало, то он еще подсыхает, то у него есть шансы, что могут заклинить бензонасосы. Это часто у них проблема. А если клинит бензонасос, его купить невозможно. У нее вообще глобально проблема с запчастями, потому что склад запчастей очень-очень слабенький. И можно через SLR-клуб какие-то запчасти доставать, но, например, бензиновые помпы, они стоят по 10 тысяч евро, и купить их практически невозможно. И, кстати, мы пробовали найти замену, они не подходят ни от SL65, они почти такие, но не такие. И делает их завод, который находится тоже рядом с Дюссельдорфом, Пьербург, но они не продают их, потому что они имеют право их продавать только через Макларен, через Англию. Поэтому у них есть эта деталь, и у них есть этот номер детали, но ты купить не можешь.
Так, скажи свои 5 highlights. Türe. Двери. Согласен. Diese Linien an der Seite, also wie das alles zusammenspielt. Дизайн. Innen. Das hier, wie cool das alles so zusammenpasst. Das ist 3? Ja. 3? Дальше. Kannst du nicht zählen oder was? Окей, двери, дизайн снаружи, особенно решетки выхлопа, согласен? Da. Внутренний дизайн панели, согласен? Da. Dann, dass hier unten sogar Carbon ist im Innenraum. Карбоновый пол, согласен? Ich finde es auch mit dem Alcantara sehr cool. Aber hier müsste kein Alcantara sein, weil das sieht schnell abgebraucht aus von den Händen. Ну, мои highlights — это звук, выхлоп по бокам, старт этот с кнопки Ah, und das hinten. Hallo. и airbrake сзади. Das waren aber keine 5. Мои 5. Yeah, that's awesome. I think this looks like in a James Bond movie. Это как флюгзеug. Ja, ja, genau. Ракета запускать. Ракета. Bist gut gefahren, спасибо. Ну как? Как было? Super cool, I like it. It's a cool car. Хочешь, покажу самое интересное, как открывается капот мотохаба? Смотри, выдвигаешь вот так Ach Quatsch. и нажимаешь вот так. Смотри, как красиво. Очень красиво. Вот здесь, смотри, вот здесь ось, а мотор стоит далеко-далеко за осью. Он стоит практически сюда. И вот такой у него большой аэродинамический бокс идет вперед. But why do you open it this way and not like the others this way? Ну, вообще на гоночных машинах капот, по идее, вообще снимается и убирается. То есть это же Ist auch Carbon? примерно отсюда. А машина полностью вся карбоновая. И закрывается он вот так вот. Ты его берешь так. It looks like a Batmobile from Batman. Здесь Бэтмобиль. Смотри, как красиво, когда две двери открыты. Тоже демпфер не работает. Ja, cool. Ну что, еще самое главное, я тебе хотел показать аэродинамический брейк. Во-первых, сзади очень красивый дизайн заднего диффузора. Вот эта часть. И так как у нее выхлоп стоит по бокам, то она выглядит очень-очень спортивно. И тут тоже видно какие-то элементы из автоспорта. А теперь аэродинамический брейк. Когда ты резко тормозишь на большой скорости, Super cool. Also hier muss man aber noch mal putzen drunter. I think it's a bit dirty. ну что, это твой друг? Da. But not like my Roma. My Roma is still my number one. Где нравится тебе больше? Как уже сегодня 50 раз сказал, я безумный фанат этой машины, поэтому я сегодня, она мне дает улыбку. Я сегодня, Smiley. I think it's cool, but it's very loud inside. Посмотри, какие линии. Вот просто стань вот здесь, посмотри линия кузова. Wow. Вообще, это просто какая-то фантастика. Fantastic. He's like a little boy. He's like, I still want to play with this car. Все, всем пока, до новых встреч.